Конечно, нужно сказать, что есть, конечно, беспокойство о будущем. Конечно, известно, что среди многих веков Кипр прошел многие сложные моменты истории. Но мы, конечно, и надеемся, что и эту настоящую проблему сможем преодолеть. Всегда народ Кипра в таких сложных ситуациях единый, то есть одним кулаком, скажем, преодолевал эти трудности. Самый свежий пример – это турецкая интервенция 1974 года. Достаточно напомнить, что в течение одного дня, одной ночи 1/3 населения Кипра стала беженцами. Кроме того, 90% деловой активности потеряно, в основном область туризма. Известно, что все туристические объекты, гостиницы находились в оккупированной части Кипра. Это касается и 70% легкой промышленности Кипра. Кроме того, еще сельское хозяйство, где-то 70% сельского хозяйства оказалось тоже на оккупированной территории, и представляете, какие потери для кипрской экономики. Несмотря на это, кипрский народ стал на ноги, трудолюбивый народ, и известно, что произошло после войны, то есть во всем мире говорили о экономическом чуде, которое произошло на Кипре. На основе того, что сказанного, мы уверены, что мы сможем преодолеть сегодняшние проблемы и смотрим с оптимизмом на будущее. Как вы знаете, открытие коммерческих банков – это была вынужденная мера, чтобы экономика встала опять на русло развития. Как известно, согласно первой программе спасения экономики Кипра, предполагал введение налога на банковские депозиты для всех коммерческих банков, которые находятся на Кипре. Согласно второй программе спасения экономики Кипра, этот налог касается только Laiki Bank и Bank of Cyprus. Мы предвидим, что произойдет отток капитала. Это подтверждается тем, что кипрские вкладчики, то есть кипрский народ, когда открылись банки первый день, очень спокойно подошли к этому вопросу и, скажем, спокойно сняли деньги, которые было разрешено согласно введенным мерам. И это отношение кипрского народа к этому вопросу, то есть, когда открылись банки, удивило всех, то есть во всем мире. То есть никто не ожидал, что так спокойно киприоты подойдут к этому вопросу. Они ожидали что-то совсем другое. Международный финансовый центр на Кипре стали создавать не российские компании, а это было сделано английскими банками давным-давно. И привлекательным для Кипра было то, что там действовало британское право и сейчас действует. И в то же время расположен Кипр в Восточной Европе, то есть это очень подходящее место для обслуживания всей региональной торговли. И, собственно, Кипр имеет 45 соглашений об избежании двойного налогообложения с различными странами. Это означает, что, собственно, компании из всех этих 45, по крайней мере, стран присутствовали на Кипре и вели свой бизнес. Среди них крупнейшие международные концерны и, собственно, очень много уважаемых компаний, очень много крупных международных банков. И
когда в 90-х годах российские компании получили право самостоятельно вести экспорт, то многие из них открыли счета на Кипре, и это абсолютно легитимные счета. Абсолютное большинство всех транзакций – это абсолютно легитимный бизнес. Это торговля ресурсами, купли-продажи, экспорт, импорт. Ничего здесь такого нет. Уже в 2000-х годах говорить о Кипре как об офшорной зоне уже не имело смысла. Вот, то есть, готовясь к присоединению к Европейскому Союзу, Кипр ввел налог, которого раньше не было, и произвел много других изменений в своем законодательстве, которые, по сути, уравняли Кипр с другими странами, членами ЕС. И потом, когда мы видим, что получилось дальше, то вот здесь возникает сразу множество вопросов. То есть, первое, Кипр пострадал от политики ЕС. То есть причиной кипрского кризиса однозначно является решение самого ЕС в Греции. Вот. Причем пострадали не иностранные банки, филиалы которых работали на Кипре, а пострадали кипрские банки, которые были тесно завязаны с обслуживанием именно внутрирегиональной торговли с Грецией. И потом, когда мы видим, что произошло, то оказывается, что ЕС начинает заставлять Кипр нанести, так сказать, своей рукой удар по своим же банкам. Вот. Я рассматриваю это как удар вообще по внутрирегиональной торговле. То есть это удар по средиземноморской торговле, по торговле российской. И, собственно, это трудно рассматривать как, не как оружие в конкурентной борьбе, не как средство очистки рынка от конкурентов. В принципе, надо внимательно посмотреть, а как вот, кто оплатил, кто платит вот этот кризис. Фактически получается, что граждане Кипра его не оплатят, потому что в основном, наверное, у них сбережения меньше 100 тысяч евро, которые облагаются по ставке 0, и которые защищены, насколько я понимаю, защищены страховыми механизмами Евросоюза, внутри Евросоюза. То есть для граждан Кипра, основной массы подавляющей, этот фактически кризис обошелся бесплатно, в ситуации, вот как она есть. Единственная огромная, конечно, проблема, это что будет дальше. Дальше будет не очень хорошо, потому что вера уже, собственно говоря, вера утеряна на долгие времена в отношении этой юрисдикции. Оплатили кризис, прежде всего, российские компании, российские частные лица. И оплатили кризис, не побоюсь этого слова, это, собственно говоря, компании и европейские. Много европейских компаний вело бизнес на Кипре. Так, например, вот из судовладельцев, там порядка 60 крупнейших в мире судовладельцев использовали юрисдикцию Кипра. Из них, если мне память не изменяет, 43 или 45 это немецкие судовладельцы. То есть получается ситуация, что и для Евросоюза Кипр был вроде внутри Евросоюза, но с помощью вот этих вот налогообложений, избежания двойного налогообложения, фактически Германия, Франция, Англия достаточно много теряли. И фактически приняли решение и своим компаниям эту юрисдикцию запретить. Но выбран удобный способ, что все-таки основные пострадавшие это российские компании. И в этом смысле вот этот вот удар со стороны Евросоюза, он был очень целенаправленный. И, конечно, в основном против нас, а также против своих компаний, которые, так сказать, использовали эту юрисдикцию. Поэтому в данном случае Кипр здесь в роли потерпевшей стороны тоже выступает. Естественно, не они инициировали эту ситуацию. И, например, ряд политических сил на Кипре, по моим данным, вот, например, партия Акел, это коммунистическая партия кипрская, призвали к немедленному выходу из Евросоюза в такой ситуации. И, собственно говоря, для многих политических партий, сегодня и патриарх Кипра об этом же сказал, архиепископ, что необходимо выходить из Евросоюза. Фактически для Кипра и кипрского народа это огромный удар.
И в данном случае вряд ли мы должны винить, собственно говоря, вот эту суверенную страну, как бы их вот это государство. Скорее, полностью как бы инициатива это Евросоюза, составной частью чего является Кипр. Поэтому в данном случае нам надо продолжать контакты и искать возможности, так сказать, минимизации потерь для обоих сторон, и для Кипра, и для России.